Всем привет. Давай посмотрим, почему он молчит о своих чувствах. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Выбирайте свои карты. И давайте начнем с единичек. Почему молчит? Ну, потому что он уже, как сказать, он тормоз. Он, знаешь, он уже полгода к тебе приглядывается, полгода тебя изучает, анализирует. Ему ты нравишься, но он боится делать резкие движения. Вот обрати внимание, как он с тобой там на работе, где-то там случайно в кафе встречается ненароком, да? Это он специально подстраивает вот эти встречи. Но вид делает, что это совпадение. А ты думаешь, что-то он мне часто попадается. И вот этот мужик, он, знаешь, он целый план завоевания твоего сердца составил. У него есть стратегия. Сначала стать твоим другом, потом показать, какой он надежный, потом уже, как говорится, признаться. Он не хочет спугнуть тебя быстрыми действиями. Он думает, что вот если он сразу скажет тебе там «давай встречаться» или там «я тебя люблю» и прочее, то ты испугаешься, как говорится, и убежишь. А знаешь, что он делает дома? Прям реально разговаривает, репетирует разговор с тобой. Придумывает, что ты скажешь, если там, если спросит там про это. И прочее, прочее. Он планирует, куда тебя пригласить на первое свидание. Даже выбрал уже кафе. Забронирует столик за месяц вперед. Понимаешь? Но это все пока только у него в голове. Еще он медленно-медленно копит деньги на то, чтобы произвести на тебя впечатление. То есть он хочет тебе дорогой подарок купить. Потом пригласить в хороший там ресторан, кафе. Показать, что может обеспечить семью. И для него, знаешь, очень важно продемонстрировать свою вот финансовую состоятельность. Он думает, что вот современные женщины ценят только деньги, поэтому сначала хочет накопить приличную сумму. Он, знаешь, он боится, что ты его отвергнешь. Если ты узнаешь, что он там квартиру снимает, а не владеет собственной, что ездит там на старой машине, а не на новой, что работает там не директором, а там простым грузчиком, грубо говоря. Поэтому он молчит и деньги копит, чтобы сначала улучшить свое вот материальное положение. И знаешь, что самое смешное? Он уже рассказал о тебе вот своим друзьям. Твои фотографии показывал из соцсетей. Хвастался, какая ты вот умная, какая ты красивая. Друзья ему говорят, что давай уже подойди, а он такой, нет, еще рано, я еще не готов, говорит. Он, знаешь, он хочет быть уверенным на 100%, что сможет тебя удержать, поэтому он подготавливается. И он ответственно очень подходит к этим отношениям. Знаешь, для него признание в чувствах – это как предложение руки и сердца. То есть он не может просто сказать там «ты мне нравишься», да, и посмотреть, что будет. Нет, он сначала должен быть готов ко всему. Там, к совместному быту, к свадьбе, к детям. И пока он считает себя не готовым. Понимаешь? И поэтому будет молчать и готовиться дальше. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Почему он о своих чувствах молчит? Ну, тут понятно, да? Молчит, потому что он считает себя вот твоим учителем.
Он старше тебя, он опытней, он думает, что должен тебя воспитывать, а не в любви признаваться, понимаешь? Ты для него как ученица, которая должна дорасти до его уровня. И вот смотрит он на тебя такой сверху вниз, да, и думает: хорошая девочка, только еще зеленая. Ему, знаешь, ему нравится объяснять жизнь тебе, советы давать, там, показывать, как правильно себя вести. Там, когда ошибки делаешь, он там, как говорится, снисходительно улыбается. Для него ты как младшая сестренка, которую нужно опекать. Еще он привык главным во всем быть. На работе он босс, там в семье глава, среди друзей лидер. И с тобой он тоже хочет быть старшим. Признаться в любви для него — это значит уязвимым стать, слабость показать. А он не привык быть слабым. Ему, знаешь, проще играть вот этого, как сказать, роль мудрого наставника, чем влюбленного мужика. И знаешь, что больше его всего пугает? То, что ты можешь ему отказать. Он, знаешь, он так привык, что все его слушаются и с ним соглашаются, что даже вот мысль о том, что ты можешь сказать «нет», она его в ужас приводит. Лучше, как говорится, молчать и сохранять вот этот статус-кво, чем рискнуть и получить отказ. Но он уже давно влюблен в тебя. Он, знаешь, он скрывает это все за маской строгого учителя. Когда ты ошибки допускаешь, он злится не потому, что ты плохо работаешь, а потому, что за тебя переживает. Смеешься, когда с другими мужиками, он ревнует, но вид делает, что вот просто заботится о твоей там репутации. Еще он сплетен боится, очень. В вашем кругу рабочем все друг друга знают. И он не хочет, чтобы про ваши отношения там болтали, как говорится, за углами. Особенно, если ты отвергнешь это вообще. Тогда все будут знать, что вот этот великий и ужасный получил отворот-поворот, да, от молоденькой девчонки. Для его репутации это удар будет. И самое главное, он, знаешь, он не знает, как перейти от роли вот этого учителя к роли любовника. Он вот месяцами он строит там отношения определенным образом, и теперь он не понимает, как все изменить. Боится, что если в чувствах признается, то разрушит между вами какую-никакую связь. А что будет взамен, как говорится, неизвестно. Поэтому продолжает играть роль вот этого наставника, да, и ждет, что ты сама догадаешься о его чувствах. Там, что он делает? Намекает, заботится, ревнует, прям, конечно, ничего не говорит. Надеется, что ты первый шаг сделаешь и избавишь его от вот этой необходимости рисковать, понимаешь? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Почему он на твоих чувствах молчит? Ой, о своих. Знаешь, он потому что сам не понимает, что с ним происходит. У него каша в голове. Он привык жить по правилам, которые вот от родителей навязаны, да, там, окружением. А ты появилась в его жизни, и вот все с ног на голову перевернуло. Вот раньше он точно знал, да, какой должна быть девушка идеальная. Тихая, скромная, там, домашняя, послушная. А ты другая совсем. Ты яркая, самостоятельная, со своим мнением. И ему это нравится, но он не может этого принять, понимаешь? Потому что это противоречит всему, чего его учили. Он сейчас, знаешь, как мальчишка маленький, который первый раз влюбился. Краснеет, когда ты рядом, там, слова забывает, глупости делает. И ты это уже заметил. И ты понимаешь, там, ему уже не 17 лет, но ему стыдно за свое поведение. Поэтому он, знаешь, старается держаться от тебя подальше. Думает, что если меньше с тобой видится, то вот эти странные чувства, они пройдут. И знаешь, что он делает сейчас? Тебя изучает. Читает там, если у тебя соцсети есть, твои вот эти вот все посты, все, что с тобой связано в интернете, все читает. Общих знакомых расспрашивает про всякие там интересы твои и так далее. Возможно, даже разговоры подслушивает. Ему, знаешь, ему интересно все, что ты любишь там есть, какую музыку слушаешь, о чем мечтаешь. То есть вот все интересно. Но при этом он сам с тобой почти не общается.
Он, знаешь, как вот он и издалека наблюдает с тобой, но он чуть ли не рядом сидит, если образно говорить. А еще он постоянно сам с собой борется. Он, знаешь, то решает забыть о тебе, найти правильную, да, то понимает, что не может. То планирует тебе там признаться в чувствах, там сказать «давай встречаться», то передумывает. У него в голове каша, и он не знает, что делать. Этот мужик, знаешь, очень зависим от мнения извне, да, от окружающих. Ему важно там, что скажут родители, друзья, коллеги. Они, как сказать, вот все близкие ему одно и то же твердят. Тебе нужна спокойная девушка для семьи, и вот это все. Понимаешь? И он верит им, да, хотя сердце обратное говорит, сердце его к тебе тянется. И вот такая вот, как сказать, каша. Ни туда, ни сюда, и сбоку бантик. Он боится тебе в чувствах признаться, потому что думает, что не сможет тебя удержать. Понимаешь? Ты слишком яркая, слишком живая, не для его серого мира. И он думает, что рано или поздно ты найдешь кого-то более интересного, да, и уйдешь от него. Поэтому молчит и хотя бы дружить не предлагает. Понимаешь? Потому что боится рисковать. Еще он просто, вот, знаешь, такой человек, который не умеет о чувствах говорить. Вот у него в семье, знаешь, не принято было вот выражать эмоции открыто. То есть отец никогда не говорил матери, что любит ее, да? Брат там, как говорится, то же самое. Все такие сдержанные, правильные и холодные. У него так в семье принято. И он не знает, как по-другому. И вот эти слова там «я тебя люблю» для него, знаешь, как японский язык. Подписывайся на канал, жми на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.